На следующем этапе мы должны покрыть барельеф грунтом. Для этого берем грунт, ситечко для процеживания краски, которая используется в аэрографии, и емкость, куда мы будем переливать материал. Грунт я предварительно немного развела водой до густоты жидкой сметаны. Наливаем грунт в ситечко. Поднимаем его и с помощью кисти процеживаем материал. В этот момент можно использовать не только сито, но и капроновый чулок. Все, грунт готов. Далее мы берем процеженный грунт, ванночку для раскатывания и валик. Шубка должна быть для гладкого нанесения краски. Одеваем шубку на валик. Наливаем грунт в ванночку. Окунаем валик в грунт. И начинаем его раскатывать так, чтобы снять с него лишний материал. Необходимо добиться такого состояния валика, чтобы он оставался практически сухим. Это поможет нам распределять материал по барельефу без подтеков, очень ровным слоем. Перед тем, как приступить к нанесению грунта на барельеф, необходимо еще раз снять излишки материала. Для этого прокатываем валик по бумажной салфетке. Все, валик готов к использованию. Начинаем наносить грунт ровным слоем по всей поверхности барельефа. Стараемся в этот момент тщательно закрыть все рельефы. Если потребуется, то грунт можно нанести в 2 слоя. Просушиваем грунт согласно инструкции. В моем случае это не менее 5 часов. Далее нам понадобится интерьерная акриловая краска Wall Color. Parker Paint, код 3650. Хорошо взбалтываем краску. Вскрываем банку. И еще раз перемешиваем материал деревянной палочкой. Для нанесения краски нам понадобится флейц, так как он имеет очень мягкий ворс. Я использую флейц номер 30. На следующем этапе переливаем краску в отдельную емкость. Для того, чтобы краска распределялась по поверхности барельефа очень качественно, в помещении необходимо понизить температуру до плюс 18 градусов. Для этого я открываю окно в мастерской. Так как краска Parker Paint имеет длительное время просыхания, то она успевает качественно распределиться по окрашиваемой поверхности. Ее используют для окрашивания потолков и стен. Она не оставляет следов от валика. Поэтому я использую эту краску для окрашивания барельефа.
Далее необходимо нанести краску на поверхность барельефа с помощью флейца ровным слоем. Затем распределяем краску с помощью валика. Таким образом, необходимо покрыть всю поверхность барельефа. Сначала нанести краску флейцем, а потом распределить ее с помощью валика. Покрываем барельеф краской только на один раз, так как окончательную покраску будем делать на объекте после его закрепления на стене. Вот так должна будет выглядеть работа на данном этапе. Просушиваем краску не менее суток.